Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в Подмосковье, недалеко от города Кашира. Между прочим, он основан в 1356 году. Но ближе к делу. Китайские машины, электрические машины, летающие машины. Все это, конечно, инновационно, технологично, интересно, но сегодня у нас по-настоящему вкусный обзор. Позади нас Черкизово Кашира. Завод по производству колбасы и один из самых роботизированных заводов в мире. Что к чему, обзор, поехали! Ну, ребятки, перед тем, как зайдем на производство, несколько самых интересных фактов. Перед нами завод сырокопченых колбас, запущен в мае 2018 года. Инвестиции составили 7 миллиардов рублей. Неплохо. Ну и самое интересное, как мы уже сказали, этот завод максимально роботизирован. Если в обычных условиях на таком производстве работает человек 700, то на этом заводе работает всего 160. Смотрите, размеры 48, 50, 52, 54. Одеваем шапочки, касочки, маски и перчатки. Вау. И все пуговки застегиваем. Я сейчас вам подарю. А штаны еще нужны? Какая-то очень серьезная подготовка. Все, готово? Да. И чтобы вы понимали, мы еще медкнижки делали. Все. Вот специально ходили, анализы сдавали. Не делали, а проходили, да. Полностью. Медкомиссию. Да, полностью. Ну там, потом дали и варежки. Перчатки в карман, пока в карман. Мы пройдем с вами сам пропускник. То есть все люди на производстве ходят вот так? Да. Даже ботинки дали специально. Должна загореться зеленая лампочка. Смывайте руки, держите под водой. Все, она загорелась, теперь можете сушить руки. Сюда дезинфектор наносите, загорается зеленая лампочка и проходите, турникет разблокировался. Все. Колбасой запахло. Мы сегодня идем немножко не по порядку, потому что сначала идет чистая зона, а потом грязная зона, потому что нельзя, сказали, из грязной зоны идти в чистую по нормативам. Вот она, родима, ты просто туда, ты сюда показываешь, что это колбаса. Начнем сначала участка упаковки. Впечатляет, впечатляет. Здесь происходит разгрузка готовой колбасы. Так. То есть подъезжает рама, шаттл привозит раму, Так. и происходит поэтапная пошаговая разгрузка рамы. Шампала поступают в буфер, движутся по транспортеру и идут на обеспетливание. Это немецкая, да? АББ Швейцария. А, Но это Швейцария. интегратор итальянский. Сейчас цилиндр разблокировал ее, и шаттл должен приехать ее забрать. Шаттл? Шаттл, да, техноферрари, шаттл. Но человек Роботизированный. здесь? Нет, нет, Сам? нет. Всё Тележка, само? тележка, да. А сколько у вас здесь людей вообще работает? В целом, Вот со здесь. всем руководством 160 человек. А если бы вот не роботы, то... Ну, около 700, наверное. Да ладно. То есть Вот как раз шаттл едет забирать. им управлять? Нет, нет. Послал сигнал, пульсар о том, что рама разгружена, и, соответственно, шаттл приезжает ее забирать. Он забирает пустую раму. Вот это все? Да, он целиком. Рама 4,80, он сейчас ее забирает и везет на мойку. А сколько она весит? Продукт весит тонну, плюс шампала, плюс рама, ну где-то 1,5 тонны, то есть он поднимает. Вот эта штука 1,5 тонны возит? При этом она не просто ее возит, она ее взвешивает. Он на тензодатчиках. Вопрос, как они движутся? То есть они на что опираются? На датчики? Вся их зона покрыта Wi-Fi, команды они получают по Wi-Fi. 70 точек Wi-Fi раскиданы по заводу, вот видите? Сколько? 70 точек. Так. Покрытие почти 24 тысячи квадратных метров, то есть почти полностью площадь завода. Пол монтированы разнополярные магниты, плюс-минус 15 тысяч приблизительно. 15 тысяч магнитов? Да, То есть да. прям руками укладывали? Да, сверлили и укладывали 15 тысяч магнитов. Блин. И порядка 1500 RFID меток, Да. это конечное положение там. Вот как раз происходит дальнейшая разгрузка. Да, вот оно приехало, да. Это она стояла, то есть здесь Да. байпасится, да, две рамы стоят одновременно, Ага. чтобы не было простой автоматической линии, как раз таки одна разгружается, забирается, а эту начинаем разгружать. Сколько он уже работает здесь? Ну вот эти два С товарища. 2018 года. Нон-стоп. Ну, 12 часов в день стандартно, да. А ночью? Ночью высокий сезон, также работаем и ночью, да. А когда у вас высокий С сезон? сентября. А почему? Традиционно в России колбасу покупают ближе к Новому году, поэтому... Прям с сентября уже, да? Да. Так, значит, мы поставили дальше. Сейчас идем дальше. По порядку пошли, да. Так. Сегодня такой странный немножко порядок у нас. Ага. Он опускает карман, проезжает нож, сейчас фиксируется, нож проезжает и срезает петли.
А шомпол возвращается, крутится, и петля удаляется пылесосом. Здесь мы смотрим качество продукта, то есть этот продукт, по сути, после набивки никто не видел месяц, да? Человек отбраковывает Да. неплохие батончики. Да. Да? Как он это делает? Он визуально контролирует, прокручивает батон и смотрит, есть ли какие-то дефекты. Сергей, нормальная колбаса, что? Видите, слив? Нас все устраивает. Тут еще много. Нет, конечного клиента это не устроит. Согласен. И куда это? Это идет на корм животным. И много вот так за смену вы... Нет, это вот с начала смены, время уже 11, вот ну с 5 тонн. 5 тонн? Да. Ну, это хороший процент, да? Конечно, очень хороший. Меньше процент отхода. Клево. Человек долго ли вот так стоит? Они раз в 2 часа меняют род деятельности, чтобы глаз не замыливался. Сколько смен у человека? Сменно Смена в день 12 работает? часов. 12? 12 часов, да. Нифига себе. Ну, стандарт 2-2. 2 через 2. 2 через 2 работает, да. Дальше батоны поступают на срез. Здесь стоят камеры, то есть определяется позиционирование батона, транспортеры его позиционируют и происходит разрезание. Я думал, что это женщины нарезают, я стараюсь не брать, типа они там грязными руками. Нет, здесь нож, который происходит периодическую обработку. Раз в 2 часа нож обрабатывается, поэтому А у вас только половинчатая история. Там мы треть, одна пятая. целые батоны и под угол 45 пополам. Вот это вот что? Пульт управления На русском все, да? полностью русифицирован. Это фронтматик, это Германия. Здесь происходит укладка. Магия То какая. есть Это просто... переворачиватели, Да. и уже предварительно была сформована пленка, Так. и сюда уже укладывается продукт. Сергей, ну у вас прям какие-то темпы здесь очень высокие, я смотрю. Что, столько колбасы? Ну, люди 1,5 едят? тонны в час вот данного продукта он Прям выпускает. нон-стоп оно идет, Ну, идет. максимально- Так, остановилось. Что такое? Почему? Ну, пауза. Почему пауза бывает? Ну, надо посмотреть. Там Интересно. либо перекладчик, я как бы конец линии не вижу, оператор пошел сейчас выяснит. О, все, поехал уже. Да, это Быстро, поехала линия. Быстро. Что дальше? Здесь происходит у нас вакуумирование продукта и запайка верхней пленкой. И здесь мы уже видим продукт под вакуумом, в герметичной упаковке. Далее идет этикирование, брендовая этикетка, нижние этикировщики. Ну, тут практически даже колбасу ты ее редко увидишь. Она везде где-то или под стеклом, или закрыта, или убрана, или робот там сам Но делает. это и цель, да, то есть сократить контакт человека с продуктом, тем самым обезопасить продукт и гарантировать качество конечным клиентам. Безопасная колбаса. Безопасная колбаса. Но это все половинчатое, да? Да. Срез пакуется, наверное, в 70% случаев, целый в 30%. А почему такое соотношение? Ну, целый батон он больше весит. И как бы покупатель хочет видеть что-то, наверное, небольшое, на один раз, ну, на семью, скажем так, порезали и То есть всё. порезанное чаще покупают? Да, ее гораздо больше объема, чем целый батон. Интересно. Я... Вообще тренд идет даже в нарезку, да, то есть Да. 100-граммовые упаковки, тренд смещается туда. А вы будете такое делать? Мы производим полуфабрикат для нарезки, то есть мы производим длинные батоны и отправляем ее на другие заводы, где производится нарезка, на другой завод. Дальше у нас идет чеквеер. Блин, как... Тут столько всего, но вот кто любит гаджеты, технологии и механизмы, вот можно просто вот так сидеть и смотреть. Он не только клеит быстро, он предварительно еще и взвешивает этот продукт. То есть на этих весах он взвешивает продукт, Да. определяет, подходит ли данный продукт по весу, и Да. в случае, если проходит, то он клеит. А если нет? не проходит, он его отбраковывает. То есть вот ну, там видим, есть небольшой процент чехлова по весу. Где весы? Где он Вот, взвешивает? вот этот вот участок. весы? Да. Разница какая должна быть, чтобы отбраковала? 3% по ГОСТу. 225 грамм целевой вес, да. 25. То есть минус 3% или плюс 3% это... А нет, а если плюс 3%? Не проблема, даем. Можно, да? Да, конечно. Она пойдет уже на ручную маркировку. То есть Так. мы наклеим реальный вес этого батона, и это пойдет уже не сетевым клиентам, а в мелкую дистрибуцию. Едем Так, дальше, и здесь происходит уже укладка в короба. Предварительно сформовывается короб Так. и подается в зону укладки. И уже пикер его укладывает. Пикер. 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 То есть у вас на всей вот этой вот сложной большой линии 2 человека? В самом начале проверяет качество, Так. человек, который непосредственно стоит Так. на мультиваке, да, и который поправляет батончики. Да, вот да, да. так, 3 человека. А раньше было бы примерно сколько?
Не знаю. С такой скоростью, мне кажется, Такой скоростью, очень да. много. Я думаю, человек тут минут 20 и все, уже прям руки Ну, отвалятся. конечно, нет, ну с такой скоростью точно не успеет человек. Обойдем линию. Блин, мое отношение к колбасе начинает меняться. В лучшую сторону. Колбаса уложилась в коробку, Ага. и дальше происходит ее заклеивание. То есть подается клеевой расплав, и уже закрывается коробка. А вот в таком виде она в коробках едет в магазины уже. Да? Но это максимально защищает продукт, то есть его товарное оформление, да, от повреждений. И сам продукт от того, чтобы он как-то не слежался, чтобы он сохранил цилиндрическую форму, скажем так. А долго он может сохранять цилиндрическую форму? Ну, 150 суток точно. Что дальше происходит? Здесь мы проверяем также на весах. Вот весы. Так, Мы проверяем, какое количество вложений мы уложили в коробку. Ну, то есть мы проверяем, если нет недовложения, коробка отбраковывается. Сергей, а колбасу выносят в производство в рукавах или в штанах? Знаете как? На заводе, где золото Да, делают, да, там да. все проверяют. Достаточный уровень заработной платы, поэтому люди просто ценят свою работу. Зачем им это А делать? вот люди у вас здесь работают, откуда они? Они Ну, вот рядом живут или прям основных региона 3, то есть это Кашира, Ступино и Серебряные пруды. близко? Это вот вся готовая красота уже. Все палеты промаркированы штрих-кодом. Сейчас мы увидим коробочки, вот они. По одной заезжают, потом слой поднимается, и под него заезжает следующий слой. Тут тоже людей нет. Нет. Только если что-то там нужно Ну, если подправить, какой-то, да, инцидент, то да. да? Даже замки у вас тут электронные. Да, это зона безопасности, то есть если открыть замок, зона становится. Сколько все это строили и настраивали потом? Ну, порядка 2 лет. 16-го и 18-го мы уже запустились. Летом 18-го мы запустились. С момента запуска много ли было просто, если не секрет, остановок? Понятно, что как бы все новое, все вот только Крупного нет. Ну, крупного вообще практически не было. Удавалось обойти остановки либо за счет резервирования, Да. то есть, да, как говорил, 2 линии, либо просто дополнительными часами работы. Сколько похожих производств там, в России, в СНГ, как у вас? Я думаю, нисколько. Нисколько? Ну, похожих по степени В таком объеме, автоматизации, да. в таком масштабе, и именно сырокопченой колбасы их нету. Эта штука просто мечта для переезда. Вещи перевозить. Как в аэропорту багаж заматывают. Только опять-таки там стоит дядя, который Да, дядя, что-то а тут- обрезает, там еще что-то Да. делает. А он сейчас все делает сам. Готово. И отрезал. И он держит следующее, а это поддувает, чтобы она прилипла к поле. Ха, это поддувает даже специально. Все, полет готов к отгрузке. Все, можно отправлять. Да? Все очень быстро на этом этапе. Как-то мы только зашли, а уже вот колбаса уже готовая поехала. Идем дальше. Круто. Тут что такое? Парковочка? Здесь как раз, да, происходит зарядка шаттлов Техноферрари. Сколько они заряжаются? Порядка 8 часов он может работать, и до полной зарядки... 8 часов? 8 часов без подзаряда, да. Часов 12 полная зарядка. И когда у него нет активной миссии, он сразу уезжает на зарядку. То есть в течение 15 минут он находится, скажем так, в wait position, да, то есть он ожидает какую-то Да. миссию. Как только он не получает никакую миссию, он уходит в charge position и заряжается, как домашний пылесос. То есть на вашем предприятии можно покататься на Феррари? Нет, покататься, к сожалению, Покататься нельзя. запрещено садиться в Да, машину. запрещено садиться, да. Но теоретически это Феррари? Ну, теоретически, И на нем можно да, покататься. да, и она из Италии. У вас на нем колбаса катается. Да. Это мой крам. То есть грязные рамы, когда мы получили на упаковке, перед тем, как на нее навешиваться будет Ой, новый рамы продукт, у вас есть? Да, Обалдеть. она становится зелененькая. Видите, она после разгрузки, то есть вот это полностью SCADA-система завода, то есть вот она подъезжает, и здесь происходит мойка. И только после этого она превращается в зеленую раму, на которую может быть навешен новый продукт. А это что такое? Вот это справа. Это слева. камеры ферментации, это камеры сушки. Та-дам! Вы только гляньте. В каждой из этих камер... Сколько здесь у вас колбасы хранится? Скажите. Она не хранится, она созревает. То есть Созревает колбаса? Созревает, да. То есть расскажу немного о этапах. Первый этап – это ферментация. После набивки
начинается ферментация. Продукт за полный цикл сушки и ферментации теряет 30% влаги от изначального. Ага. Свет в этой камере не горит. Здесь поддерживаются температурно-влажностные режимы, и с определенной периодикой включаются бактерицидные лампы. Это вот наверху, УФ-лампы, вот эти вот. Это воздуховоды, по которым поступает теплый или холодный воздух в камеру. То есть 25 дней оно должно вот так вот стоять. здесь 5, здесь 21, да. Шаттл подъезжает. Во-первых, ворота, они автоматически взаимодействуют с шаттлом. Так. А после того, как шаттл приближается к воротам, происходит взаимообмен сигналами. Если шаттл пустой, воротина открывается на 30%, чтобы не терять климат внутри камеры. Так. И шаттл заезжает внутрь камеры. Если Отлично. камера заезжает с продуктом, Да. ворота открываются полностью, Да. ну то есть, и он уже завозит раму. Шаттл не только доставщик, да, Так. но он еще контролирует процент усушки. То есть он изначально на набивке ладно. зафиксировал вес Офигеть, колбасы, да, то есть там да. тонна, да, а дальше он начинает с определенной периодичностью осуществлять провеску рам и тем самым вычисляет, какой процент продукт потерял. И тем самым мы как раз движем продукт к упаковке. То есть все здесь в автоматическом режиме? Да. Так, а что-то у вас так много здесь висит. Вот там еще сколько камер здесь. Но Есть они какое-то сейчас- понимание, сколько батончиков колбасы сейчас вокруг нас? Сейчас порядка 700 тонн колбасы здесь находится. Вот вокруг нас. Да, да, вокруг нас порядка В процессе 700 идет в процесс. процессе, да. 700 да. тонн Но колбасы. это не максимальное значение, сейчас же низкий сезон, мы с вами разговаривали. Вот, кстати, едет. Шаттл как раз едет, доставляет. Вот, смотри, открылось. Аккуратненько отходим. То есть вот мы в режиме реального времени видим, как шаттл подъезжает. И Да, сейчас вот. здесь появится, вот мы здесь 16-й, находимся, да? Да, и вот этот 16-й шаттл, вот его Да, номер. точно. Да, мы видим, что он подъезжает сейчас и будет ставить раму на мойку. Мы туда зайти не сможем, Да, здесь зона конечно, безопасности, то есть если мы ее пересекаем, то Естественно. да, останавливаем. А там уже помылось. Да. Пошел. И вот пар пошел, горячая вода. Да. Здесь своя жизнь. Да. Все чем-то заняты. Но из людей здесь только мы, я пока никого Точно? больше не видел. Здесь вообще в принципе находится два человека, ну в регулярке, это инженер и термист. Ну и Кто как термист. термист? Да, аппаратчик термического отделения, да. Ага. 225 нам камера нужна. А где этому обучают быть термистом? Быть термистом, Да. Здесь вас обучают? конечно, обучают, ну то есть персонал, который к нам приходит, мы обучаем, но в любом случае это какие-то среднеспециальные образования. Ага. Мы смотрели камеру ферментации, там было 24 рамы, а сюда помещается 48 рам. Это уже камера сушки. И помните, я вам рассказывал про датчики, монтированные в пол. На всех трассах вот с таким шагом как раз таки вот они. находятся датчики, вот эти черные. это вот. Да. Запах уже другой, да? Чувствуется уже. Все равно хороший. Все равно хороший. Очень хороший. Сальчичон. Класс. И все стройными рядами. Идеально ровно стоит. Не только рамы, но и колбаса. С каждым цехом все холоднее и холоднее. Повсюду что-то происходит, но людей нет. А, вот там человек мелькнул. Роботы, линии. Изредка появляются где-то люди, но прям только по необходимости. Так, что тут у нас? Сырье поступает с автоматических складов. Здесь происходит опрокидывание сырья, оно проходит через металлорамку, происходит измельчение сырья. Так. То есть блендер загружен уже сырьем. Да, это мясо. Ой, И красота. происходит перемешивание Да, всех смотри, компонентов. Смотри. Грудинка и окорок. Грудинка и окорок? Да. А вот есть на заводе вегетарианцы? Не знаю. Нет? Думаю, нет. Я Ну, да, не да, знаю. да. Но для каждого сорта свой состав или Да, один? да. То есть состав загружается в систему и с автоматических складов Так. выгружается именно то сырье, которое непосредственно по данной рецептуре. Вот это для какой колбасы? Это сальчичон. Ага, вот который мы сейчас там видели. Да. 1867 год. Воу! Так, это приехало мясо. А? Мясо приехало. Да. Да. Из коробка. автоматических складов Да. мясо приезжает в ящиках, Вот оно. и оно опрокидывается непосредственно на приемный транспортер. А где наживы? Где оно измельчает? Здесь большая гильотина отрубает, Вот там, да. а здесь работают дисковые ножи. И вот что мы имеем на выходе. То есть А, вот вот. такое, Вот, порезано. такие кубики, полосочки. Да.
Все оборудование на тензодатчиках. На чем? На тензодатчиках. То есть мы в режиме реального времени видим вес каждой из единиц. Вот сейчас мы видим, что вот этот блендер грузится, да, и в нем постепенно растет вес, там 1200 килограмм уже, 1220. Также здесь мы видим вот солевая дозация соли. То есть мы видим, что на следующий замес комплект специй уже засыпан. 99 килограмм. Какие специи? А? Какие специи? Специи вот. Туда входит и соль, и какие-то перцы и так далее. Это ваше фирменное что-то? Мы покупаем различные специи, их уже смешиваем между собой, чтобы это была уникальность. Да. Секрет. Ну? Хорошо. Фарш А поехал. вот как раз производство фарша. Вот фарш. Да? То есть мелкие вот нарубили. Да. И крутится. Загрузили гриндера, Да. по сути мясорубки. Да. Здесь стоит шнек, нож и решетка с определенным диаметром сечения. Ага. И здесь производится фарш. А тут прям уже идеально ровненько Это получается объединитель потоков, да. Так. Здесь происходит равномерное распределение по ленте транспортера. Здесь, в принципе, такое же оборудование, разрыхлитель, также распределяет равномерно, а здесь уже происходит дозирование специй. Специи пошли. Да, да. Запах весь, сказали, от специй появляется. То есть фарш, но там ничего не пахнет. А когда специи уже, вот, да. Уже Мясо и не должно пахнуть. А это уже происходит выгрузка. Параллельно сейчас загружается финальный миксер, да, а из другого миксера происходит выгрузка. Оно замешалось. Это уже замешалось все вместе со специями. Вот это уже настоящий фарш, скажем так. То, что уже пойдет, собственно, Да, набивку. на набивку, да. После приготовления фаршей по линии филлинга, да, это доставляется непосредственно в воронку. Филинг это фил, то есть Филлинг, да, но это внутреннее название, скажем так. Вот по этим транспортерам, да, это доставляется в уже набивочные машины, к набивочным вон он линиям. там лежит, да? Да, да, да. Фаршик. И, соответственно, по потребности, то есть датчик контролирует уровень в воронке, Так. и как только уровень начинает опускаться, Это можно встать? да, можно встать. Уа. Как только уровень опускается, происходит подача фарша. А это что такое? Это мячик. Мячик? Мячик для того, чтобы в конце замеса бросить мячик, и он протолкнет остатки в воронку. Не, серьезно? Серьезно. Это прям мяч туда? Это мячик, ну вот у него крепление специальное. Да. Да. Это Прикольно. для прочистки трубы. Вот это непосредственно весь фарш ушел уже непосредственно перед разбором оборудования. Забрасывают его и добивают остатки фарша. Вы заметили, что все, кто работает на колбасном заводе, они все такие, ну, Я нет. крепкие? Да не, ну как, вот, все Ну, тут не такие, все. да. Так, где главный мэджик? Называется набивка. Набивка, да, Набивка. да. А это что такое? Это оболочка. Здесь замачивается оболочка Ага. перед тем, как одеть его на непосредственно клипсатор. Я, конечно, может, сейчас тупой вопрос задам, но вот непосредственно как бы фарш вот в плотную колбасу превращается. Вот именно За счет сам, ферментации и сушки. вот за счет ферментации. Да, То есть вот это процесс. Ферментация и сушка, да. За многие думают, что типа там на сковородке жарят. Ну, грубо говоря, да. Вот этот фарш. Сковородки ничего не жарят, то есть это длительный процесс, То который... есть, грубо говоря, фарш, вот то, что вот мясо порезали, оно стекло сюда, Да. потом набивка идет, оно само превращается вот Да. в колбасу, которую Да, за счет температурных и влажностных режимов, то есть поддержания, ну это в принципе процесс, как и у сыра, да, то есть преобразование. Точно, да, точно, да. точно. То есть, грубо говоря, там, если взять кусок мяса, пожарить на сковородке вот у нас котлета, а здесь оно в течение 25 дней как бы само вот оно, да. Так, и здесь что у нас? А сейчас будут производить большие батоны, то есть это батоны 750 миллиметров вместе с клипсой. Здесь подается фарш, происходит набивка, 750 миллиметров? да, вместе с петлей, да. Нифига себе, 75 сантиметров. Происходит колбаса. взвешивание батона и проверка длины батона на соответствие стандарту. Ага. И дальше корректировка уже по весу. Можно я аккуратно подержу? Да, можно. Можно возьмем батончик ненадолго, поиграться. Вот он, вот. То есть вот эта упаковка. Да, это оболочка. Фарш оболочка. в оболочке с клипсой. Здесь еще подпетливается этот батончик для того, чтобы навешивать. Холодненькая. А Плотненькая. оболочка из чего? Это коллаген. И теперь вешается туда, робот увозит, Да. ферментация 25 дней, и потом у нас колбаса. Упаковка, и Вот уже увидим. можно кушать, да. А почему у вас тут робот в одежде? Потому что здесь происходит интенсивная мойка, то есть цех работает 12 часов. Да. После этого полностью все оборудование разбирается,
В смысле все? Ну, все оборудование, снимаются кожухи защитные. Вот это все? Да, открываются борта Вот полностью. это прям вообще все? Ну, до необходимого для мойки состояния, да, все раздвигается. Человек 200 нужно, чтобы все это... Нет, 10, ну там от 8 до 10 человек, начинаем мойщики. И в течение 12 часов происходит полностью смывание сначала фарша, далее запенивание, экспозиция, потом смывают уже непосредственно пену и наносят дезинфектант. И собирают оборудование. Я просто ходил, смотрел, где-то там, вон фарш торчит, тут торчит. Думаю, ну типа, а это все вымывается, чистится? Каждый день. Каждые 12 часов. Так, это мясо, да? Это оно движется. Ага. Давайте здесь начнем хотя бы сначала, а не с конца. Прохладно. Сергей, сколько температура? 6 градусов. Ровно 6. То есть здесь у нас поступает сырье, приходит машина. Этап номер 1. Этап номер 1. Пришла машина. Пришла машина. Откуда машина? Собственных предприятий. То есть это либо петелина, курица, либо ЧМПЗ, это обвалка. Ну, то есть тоже собственное сырье. А курица все-таки или говядина? Свинина и курица. Свинина и свинина. А говядина? Говядины нету. Говядины нет в колбасе? Ну, в нашей колбасе нет говядины. Я просто, как бы, извините за дурацкие вопросы. Не, ну вот в нашей колбасе... Свинина и курица? Свинина, курица, да. Сейчас мы перетариваем его из транспортной упаковки, видите, оно на дереве, в картоне, в пленке, а мы его перетариваем в нашу уже транспортную упаковку. Это пластиковые ящики. Пластиковые ящики, чтобы удобно было потом на следующий штабилировать и подмораживать, да. Опа! Здесь происходит вот перетарка. В реальном времени отображается также вес, да, вот на весах. После достижения заданного веса оператор нажимает кнопку регистрации ящика. Как только вес зарегистрирован, ящик отправляется на транспортер. Ящики выходят после распаковки. Ребята положили, Палет постепенно опускается и на него загружаются ящики. И уже оператор увозит его в камеру подморозки. А это сверху что? Это пустые ящики едут после фарш-составления, да, нам после мойки уже едут сюда. Здесь вставляются, после загрузки камеры, вставляются щупы и уже сырье начинает подмораживаться. Для чего? Для того, чтобы потом была красивая структура фарша, как мы видели. Так. Потому что СК это, как я и говорил, оптимальная температура минус 6. И в течение 24 часов оно здесь стоит под морозом. 12-24. Нифига себе, сутки целые. Практически да. Сейчас мы проследим, куда грузятся ящики. Что-то постоянно крутится, вертится, происходит, куда-то едет, а людей нет. Вот робот. Вот это крутое местечко. Вот он забрал ящики и повез их. И вот он там хранится сюда. Сколько оно там лежит? Ну, то есть это завтра будет сработано в производстве. А, уже завтра? Сегодня это мы вытащили из камеры после подморозки, поставили сюда, а завтра с утра это будет использоваться в производстве. То есть это не хранение, это по сути тоже, ну, часть технологии. Этап технологии. Этап такой. Порядка 14 тысяч ящиков. 14 тысяч? Если говорить о охлажденном сырье и темперинге, 14 тысяч ящиков. 14 тысяч ящиков. Ого, сколько их там. Да. Здесь немножко другие ящики, отличные от тех, которые, да, мы видели. Ага. Это там Е2 ящики стандартные, а здесь специальные ящики под шпик. Ну тут столько у вас роликов, всяких шариков, цепей, моторов. За этим за всем надо следить, проверять. На этой зоне ежедневно работает один инженер. Один? Да. Вот здесь один, на фарш составлении 2 инженера, в термичке один, на упаковке 2 инженера. Как один человек может успевать за всем следить за этим? Мы не берем дешевых сотрудников, скажем так. Каждый последний день месяца это инвентаризация. Да. Происходит глубокая мойка, генеральная, и происходит обслуживание оборудования в моменте. Классно, классно. Ну, как-то так.
Ребяшки, вот такая вот история. Честно говоря, впечатление самое-самое положительное. Уж на всяких производствах мы бывали, видели китайские летающие автомобили, но, честно говоря, чтобы вот так вот делали колбасу, ну, мы, честно говоря, не ожидали. Это самое технологичное, самое роботизированное производство в России и Европе. И делают здесь не какие-то там высокие материи, а колбасу. И никакой бумаги. Очень даже интересно. Все специальные ссылки внизу. Огромное спасибо ребяшкам из Черкизово Кашира, что пустили нас на производство посмотреть, как все это устроено. Пахнет, что надо. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.